Всем привет! Сегодня я решил посвятить время улице Пушкинской, ведь без нее трудно себе представить город Харьков. Это вторая главная улица города. Она возникла в начале 19 века. Как и улица Короленко, бывшая Никольская и Николаевская, она начиналась от участка между нынешними домами номер 18 и 20 по площади Конституции, тогда Николаевской, где стоял Николаевский храм. В 1803 году попечитель Харьковского учебного округа и куратор университета граф Потоцкий обратился с просьбой стать преподавателем во вновь открытом университете к известному немецкому поэту, государственному деятелю, мыслителю и естествоиспытателю Гёте. Тот в силу возраста и состояния здоровья эту просьбу отклонил, но порекомендовал других ученых, которые впоследствии внесли большой вклад в становление и развитие Харьковского университета и города в целом. В 1827 году Гёте избрали почетным членом Совета Харьковского университета. Город был заинтересован и в дальнейшем развитии ремесел, а потому сюда приглашались иностранные специалисты. Перед вами дом номер 3. Построенный в 1914 году многоквартирный жилой доходный дом для сдачи квартир в аренду. Практически для всех доходных домов всегда была характерна такая штука. Декоративное архитектурное оформление и прочие украшательства доставались только фасаду, той части, что выходила на улицу. Видимо, исключительно коммерческий подход к строительству был всегда у нас в крови. Правда, раньше хотя бы фасады делали красивыми. Дом построен по проекту архитектора Ржепишевского. Далее, под номером 5 следует здание треста «Дон-Уголь», построенное в 1925 году. Архитекторы Насалевич, Ломаев. Монументальные скульптуры шахтеров, украшающие здание, выполнены скульптором Кавалеридзе. Позже здание реконструировал архитектор Квинт. После переезда треста «Дон-Уголь» здание долгие годы занимал институт Южгипрошахт. Сейчас здесь находятся различные организации. В следующем здании под номером 7 один из этажей жилого дома занимала частная женская лечебница с родильным отделением доктора Арье, около 1910 года постройки, архитектор Харманский. Улица Пушкинская раньше носила название Немецкая. Причиной тому послужило обильное заселение этой улицы 23 немецкими ремесленниками и их семьями, которых пригласил Каразин Василий Назарович после открытия его университета в 1805 году. Нынешнее свое название улица получила только в 1899 году, когда Пушкину должно было стукнуть ровно 100 лет. По улице Пушкинской, 12, находится хоральная синагога, построена в 1912 году. Ранее на этом месте была усадьба дворян Зарудных. Здание синагоги крупнейшее в Украине и второе по размерам в Европе, после Пражской синагоги. Всего в нескольких метрах от синагоги возвышается трехэтажное здание под номером 14 с декоративными вазами и загадочными фигурами грифонов. Сейчас здесь находится Институт вакцин имени Мечникова, актовый зал которого еще несколько лет назад хранил акустический секрет известного в Харькове архитектора и экспериментатора. Оказывается, когда в 1911-м Алексей Бекетов взялся выполнять заказ медицинского общества, то заложил под потолок мешки с песком. Спустя 90 лет во время ремонта здания строители выбросили казавшийся им ненужный груз и подлатали потолок. А зачем Бекетов все-таки зашил в потолок песок, поняли лишь после окончания реставрации. Акустическое ноу-хау тех лет разрушили, так что выступающего в зале стало едва слышно. В здании лечебницы в 1882 году состоялось первое общее собрание членов учрежденного в Харькове шахматного клуба. А в 2004 году напротив здания института у перекрестка Пушкинской и переулка Мечникова установлен памятник выдающемуся ученому, имя которого носит переулок. В 1850-1870 годах XIX века улица заканчивалась там, где сейчас Пушкинская пересекает улицу Искусств. В то время здесь почти не было торговых и ремесленных заведений. Застраивались Каплуновская площадь и прилегающая к ней местность,
возникали новые улицы с каменными домами. В то время, когда Харьков был столицей Украины, на Пушкинской находились центральные партийные и государственные органы республики. На углу улицы Пушкинской и площади Поэзии в 1907 году по проекту архитектора Гинзбурга был построен доходный дом под номером 19, один из лучших образцов декоративного модерна в Харькове. До 1917 года в этом здании размещалось фармацевтическое общество. Потом здесь некоторое время работал вновь созданный экспериментальный химико-фармацевтический институт. В наши дни в этом здании находятся коммуналки и магазины. Акцентирует внимание многоэтажный жилой дом номер 20, архитектор Харманский, бывший доходный дом доктора Цукермана. Во время послевоенной реконструкции первоначальный облик этого дома был утрачен. Жилой дом по улице Пушкинской, 22 построен в 1874 году архитектором Покровским. Угловое розовое здание под номером 24 было построено в 1848 году для детского приюта, который в нем работал до конца XIX века. Тогда оно было одноэтажным, а в начале 20 века по проекту архитектора Харманского достроили еще один этаж и разместили в этом доме губернское попечительство детских приютов. До 1935 года в этом доме работали редакции многих украинских газет. Позже здесь разместился молочный техникум. Сейчас здание занимает научно-методический институт непрерывного образования. А вот этот многоэтажный жилой дом по улице Пушкинской, 26 построен в конце 1950-х годов. Архитекторы Сихарулидзе и Лейпфрейд. Кстати, бюст, который грозно смотрит на одноименную улицу из сквера Поэзии, это первый в Украине памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Сейчас мы можем наблюдать небольшой сквер имени Коцюбинского, образованный на пересечении Пушкинской и Чернышевской на месте старинной усадьбы. В сквере установлен памятник Михаилу Коцюбинскому. В 1925 году он был впервые установлен в профсоюзном саду. Ныне это часть сада имени Шевченко. В 1934 году после разбивки сквера имени Коцюбинского перенесен на нынешнее место. Во время войны памятник был уничтожен. Новый памятник писателю в сквере установлен в 1957 году. В 2009 году исполком Харьковского горсовета принял решение о закрытии движения трамваев по улице Пушкинской. В том же году трамвайная линия на этой улице была демонтирована. Трамвай ходил по Пушкинской почти 100 лет. Строительство линии началось в июле 1910 года, а в декабре движение было открыто. Под номером 32 в довоенное время было красивое двухэтажное здание, построенное в 1897 году для частной женской гимназии Пономаревой-Оболенской. После 1917 года в нем работала 22-я городская поликлиника. Во время оккупации оно было разрушено, и на этом месте выстроено новое многоэтажное здание, где размещались институт Укргипромаш и городская поликлиника. Одноэтажный жилой дом номер 27, который сейчас перед вами, ранее принадлежал известному харьковскому врачу-хирургу Подрезу 1852-1900 год и был завещан им Харьковскому университету. Ныне это клинический корпус Национального фармацевтического университета.
А мы переносимся в сквер, который создан в послевоенные годы на месте разрушенных небольших жилых домов номер 34 и 36. В 1968 году в центре сквера установлен памятник Николаю Алексеевичу Скрипнику, скульптор Овсянкин, архитектор Гнездилов. Жилой дом под номером 29 построен в 1881 году архитектором Стрижевским. В 1889-1893 годах в нем проживал университетский архитектор Шпигель. В советское время здание занимала типография «Коммунист», ныне отделение фабрики «Глобус». А особняк под номером 31 был построен в конце XIX века по проекту архитектора Стрижевского и принадлежал купцу Жмутскому. В этом доме до 1920-х годов жила дочь купца. В дальнейшем она проживала и работала в США. Архитектурный облик улицы неоднороден, вследствие строительства в основном частных домов. Здания высотой от 1 до 6 этажей расположены преимущественно вдоль красной линии улицы без отступов. Разнообразие стилевых направлений застройки, небольшая ширина Пушкинской придают ей необычную живописность и своеобразие. Подобные черты характерны и для других улиц этой зоны. По Пушкинской 38 расположен этот красивейший жилой дом начала 20 века. Архитектор предположительно Кондратьев, принадлежавший графине Капнист. Кстати, на Пушкинской находятся две станции метро Пушкинская и архитектора Бекетова. Улица Сумская и улица Пушкинская образуют как бы две расходящиеся ветви, между которыми, начиная с середины XIX века, образовалась целая сеть улиц, архитектура которых в основном определяет лицо нашего города. Это Нагорный район, как его называют харьковчане, где сосредоточена почти вся культурная жизнь Харькова. Прогуливаясь по улице Пушкинской, невозможно пройти мимо площади архитекторов, на которой в 2009 году ко дню города были установлены макеты самых красивых сооружений, отобранных с помощью опроса харьковчан, так называемые «7 чудес Харькова», а также памятник влюбленным. Забегая немного вперед, сообщу, что в следующем нашем видео мы посмотрим подробно на эти 7 чудес Харькова, а также побываем на площади архитекторов. И вообще следующее видео будет очень интересным, поэтому не пропустите следующее видео на канале. А перед вами здание Государственной налоговой службы Украины в Харьковской области. Здание построено в 1999 году. Говоря о возникновении Пушкинской улицы, нельзя не вспомнить Харьковский университет. И не только потому, что она его ровесница. Не откройся в Харькове университет, не факт, что возникла бы Пушкинская в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Всегда оживленная, немного тесная, но очень атмосферная. С обилием старинных зданий, возраст многих из которых перевалил за 100. Естественно, что рано или поздно этот участок все равно бы застроили. Только вот вопрос, какими зданиями? В застройке зоны Пушкинской улицы, сформированные в основном во второй половине 19-го, начале 20 века, преобладают жилые дома и здания учебных, научных и медицинских учреждений. 25 зданий – памятники архитектуры, но интересных объектов гораздо больше. Пушкинская всегда была важной транспортной артерией города. Улицу Пушкинскую также можно назвать музеем под открытым небом. В ее застройке осталось множество интересных зданий, каждая из которых имеет свою собственную историю. Эти здания, построенные в разные века, в разных архитектурных стилях, разными архитекторами, видели, как менялись эпохи и сохранили на себе их след.
на улице Пушкинская под номером 53 стоит дом, в котором находилось благотворительное заведение Комитета помощи нуждающимся Харьковской евангелическо-лютеранской церковной общины. А сегодня это административный корпус Национального фармацевтического университета. С правой стороны вы можете наблюдать интересный особняк. Долгие годы в этом особняке по Пушкинской 62 находится облцентр культуры и искусства, сотрудники которого теперь трудятся в комнате писателя и режиссера Александра Довженко. В 1920-х годах молодой Довженко работал здесь художником в газете «Вести ВЦВК» и делил огромную комнату на третьем этаже с коллегой. В разное время здание занимали деловой клуб, дом ученых и Харьковское научное общество. Ныне в нем находится Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства. А перед нами одноэтажный жилой дом номер 55, 1882 года постройки архитектор Стрижевский. В этом доме долгое время проживал известный музыкальный педагог Слатин, основатель Харьковского музыкального училища. А в соседнем бывшем особняке под номером 57 ныне размещается лечебное учреждение 1912 года постройки архитектор Пискунов. В первые годы советской власти в этом доме некоторое время работал Украинский государственный институт охраны материнства и детства имени Крупской. Улица Пушкинская, 64, архитектор Санин, 1908 год постройки. А это дом, улица Пушкинская, 66, 1908 года постройки, также архитектор Санин. Друзья, ну и пока мы с вами вместе прогуливаемся по улице Пушкинская в городе Харькове и наслаждаемся ее архитектурой, я напомню, что вы находитесь на канале Алекс Моторный. На этом канале путешествия и прогулки по Харькову, области и немного Украине. Показываю Харьков и другие города такими, какими они есть, без прикрас. Архитектура, улицы, парки, люди и мероприятия. Я буду очень вам признателен за лайк видео, комментарий и подписку на канал. Ну и если не трудно, поделитесь видео с друзьями в соцсетях. Это очень мотивирует снимать новые видео. Спасибо, что смотрите. Всем здоровья, мира и добра. Вот на этом месте, где сейчас стоит этот дом, было частное реальное училище профессора Буракова. В войну оно было разрушено, а в построенном на его месте доме номер 67/69 жил выдающийся астроном, исследователь Солнечной системы академик Барабашов. В этом же здании на углу улиц Пушкинской и Ярослава Мудрого, бывший Петровского, в советское время работал кинотеатр имени Жданова. Под номером 80 находится здание Института патологии позвоночника и суставов имени профессора Ситенко. Здание построено в 1911 году архитектором Пискуновым.
сквере, образованном после окончания строительства станции метрополитена Пушкинская, южнее здания Национального юридического университета в 1999 году установлен памятник Ярославу Мудрому. Скульпторы Шаулис, Демченко, Семенюк, архитекторы Лившиц и Антропов. Здание Рентген-академии, улица Пушкинская, 82, построено в 1920-е годы по проекту архитектора Эстровича. Ныне это Институт медицинской радиологии имени Григорьева. Здание под номером 77 построено в 1891 году по проекту Алексея Бекетова. Ныне это Национальный юридический университет, главный корпус которого размещается в этом здании. А это здание по улице Пушкинская, 84, построено также архитектором Алексеем Бекетовым в 1915 году. В советский период в здании находился один из корпусов сельскохозяйственного института имени Докучаева, а после переезда института в район Рогани тут разместился один из корпусов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. В 1928-1930 годах архитекторами Молокиным и Иконниковым по левой стороне улицы Пушкинской на участке между зданием Национальной юридической академии и закрытым к тому времени Иоанно-Усикновенковским кладбищем был построен комплекс студенческих общежитий «Гигант». Тогда он назывался Дом пролетарского студенчества номер 1. Позже в комплекс общежитий был включен и ряд зданий женского епархиального училища по улице Алчевских. Здание «Гигант» было продумано до мелочей. Комплекс включал бани, прачечные, даже небольшой изолятор для кожных больных, невиданную роскошь среди харьковских студенческих общежитий. В военные годы постройка сильно пострадала. Восстанавливать «Гигант» начали в 1949 году, прилично изменив его архитектурное лицо. Сейчас, как и почти 100 лет назад, общежитие принимает студентов ХПИ. На углу с улицей Лермонтовской под номером 100 возвышается дворец студентов Национального юридического университета. А про это здание по улице Пушкинская, 92 известно только то, что оно 1910 года постройки и архитектор Пескунов. А этот особняк по улице Пушкинская, 94 до 1917 года принадлежал доктору Френкелю. Вот мы и добрались до молодежного парка. Парка, построенного на костях, в прямом смысле. Именно на этом месте было расположено самое старое в городе Иоанно-Усикновенское кладбище, вокруг церкви Усикновения главы Иоанна Предтечи, построенной настолько неудачно, что в один прекрасный день свод и купол обрушились, едва не придавив выходящих из нее людей. Закрыто кладбище было уже в советское время по причине слишком близкого расстояния к центру города. Большинство могил было перенесено на кладбище номер 13. В молодежном парке есть храм Усикновения главы Иоанна Предтечи. Площадь парка молодежного 18 гектаров. На территории парка расположены спорткомплекс Политехнического университета, детская площадка, могилы знаменитых украинцев, воинам УПА, жертвам Чернобыльской катастрофы, жертвам Голодомора в Украине. У меня на канале есть видео о молодежном парке в городе Харькове. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании к данному видео
и смотрите про молодежный парк. Ну а мы идем дальше по улице Пушкинской. Ну а далее у нас по улице Пушкинской начинается второе городское кладбище, бывшее лютеранское, а за ним католическое, открытое в 1828 году. За вторым кладбищем расположено военное мемориальное кладбище. Здесь в 1934 году был построен второй в стране крематорий. Он разрушен во время войны и не восстанавливался. Далее Пушкинская проходит до 13-го городского кладбища. На этом отрезке застройка на ней либо отсутствует, либо не представляет особого интереса в архитектурном отношении. Из крупных зданий стоит назвать современные корпуса Национального юридического университета. Дорогие друзья, на этом наша прогулка по улице Пушкинской заканчивается. Я вам очень благодарен, если вы досмотрели видео до самого конца. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч!